Добрый день, дорогие друзья! Рад вас снова приветствовать у себя на канале. Сегодня, как я и обещал в одном из предыдущих видео, я вам покажу один из способов использования 3D принтера в кожевенном деле. И одновременно это видео может быть интересным для тех людей, которые еще вообще не занимались кожей, но у них уже есть 3D принтер и они хотели бы расширить свои творческие горизонты и попробовать новое хобби, которое вполне реально связать с их занятием 3D печатью. Тем более, что для этого не потребуются большие затраты. Все, что нужно для человека, который хочет заняться кожей, в принципе, вы видите вот на этом столе. В любом хозяйстве, и тем более у 3D-печатника, в хозяйстве всегда найдется нож. Попроще, поинтереснее, посложнее, но он найдется. Опять же, в любом домохозяйстве всегда без проблем можно найти пару иголок. Да, все мы знаем, что для занятия кожевенным делом необходимы иголки с затупленными кончиками. Ну, из острой иголки сделать затупленную, и при наличии обычного напильника, думаю, это делать пару минут. Пока можно не покупать такие иголки. Третий элемент – это клей. Клей, опять же, подойдет абсолютно любой, вот типа такого, как момент клей универсальный, он клеит и бумагу, и кожу, и все что угодно. Далее нитки. Это важная вещь в занятии кожей, и такие нитки, не думаю, что будет в каждом доме. Но, во-первых, их можно купить за несколько центов на Алиэкспрессе, вот такие совсем дешевые, но на им какие-то нитки, ну или чуть подороже, ну довольно приличного качества, тоже китайские, но довольно приличного качества нитки. Но опять же, думаю, если возьмете обычно толстую какую-то нитку, которая у вас есть в доме, то для первого изделия шить его вполне будет достаточно. Потом нужно будет делать какие-то отверстия в коже. Для этого подойдет обычное шило. Да, можно, конечно же, использовать вот такие вот пробойники, но они стоят приличных денег, хорошие пробойники стоят денег. И для первого изделия, поверьте мне, вполне можно без этого обойтись. Для того, чтобы мы поняли, интересно вам это занятие или нет, вполне достаточно будет шила. А для того, чтобы эти отверстия были на каком-то понятном расстоянии, одинаковом, подойдет обычная вот такая вот нержавеющая вилка. Как это делается? Это элементарно. Берем кусочек кожи, прикладываем линейку, шилом делаем отметку, линию, по которой будем вести шов. И при помощи вилки делаем на этой линии вот такие вот отметины. Потом берем шило, и у нас все эти вот отметки будут обязательно на одном расстоянии. Все. Вот посмотрите, как это делается элементарно. То есть, да, конечно же, вот этим пробойником это будет еще проще, быстрее. Но мы решили, что покупать практически ничего не будем. И обойдемся всем тем, что у нас есть в домохозяйстве. Конечно же, когда шили изделия, если вы видели видео кожевенников, когда они сшивают изделия, потом край изделия каким-то образом там красивым заглаживают. Да, для этого нужно специальные кромкорезы вот такого типа, но опять же это стоит денег, непонятно будем заниматься или не будем. Обойдемся без него, нам достаточно будет просто наждачки. С помощью наждачки мы сделаем с края кожи более ровную поверхность, можем чуть-чуть закруглить края и, не имея вот такого вот жидкости, которая называется токанола или там что-то, можно обойтись ПВА с разведенной водой, да вообще можно обойтись просто водой, пальцем, холщовой бумажкой и загладить край, вполне этого будет достаточно. Для первого изделия, поверьте мне, этого будет достаточно. Наждачка опять же есть в любом доме. А у 3D-печатников 100% она есть. Вот все, что необходимо для того, чтобы сшить нам это первое наше с вами кожаное изделие, у меня на столе. Ничего хитрого, ничего умного здесь нету. Да, вы видите там дальше какой-то набор инструментов, но поверьте, это для того, чтобы уже было проще, интереснее заниматься. А для первого изделия будет достаточно вот этих вот вещей, которые вы видите здесь на столе. Дальше нужно понять, что мы хотим сшить. Я советую сильно не заморачиваться. И первое изделие сделать как можно более простое. И не надо придумывать какие-то сложные там
кошельки, сумки и так далее. Возьмите самое элементарное изделие. Вот мое первое изделие, которое я сшил. Видео, как я шью это изделие, есть у меня на канале. Оно, по-моему, первое или второе видео. И вот это вот изделие реально было шито элементарными инструментами, самыми дешевыми, с самой обычной кожей. Да, кстати, забыл момент. Кожа. Из чего мы будем шить? Можно купить хорошую кожу, но мы же делаем все подешевле, поэтому вполне подойдет старая сумка, старые сапоги, не знаю, куртка, брюки какие-то кожаные. Вот у меня на столе лежит кожа, это какая-то старая сумка, которая мне досталась, я не помню, от каких-то знакомых, просто кусок кожи. Вполне возможно из него шить. Да, сегодня я буду шить изделие из вот такой кожи. Она, конечно, подороже, не досталась мне бесплатно. Но, поверьте, вам достаточно будет вполне вот такой какой-то старой кожи. И мы договорились, что шить будем какое-то простое, совсем простое изделие, чтобы было понятно, интересно вам этим заниматься или нет. Но это простое изделие нужно найти. То есть шаблон и выкройку без проблем можно найти в интернете в формате PDF, распечатать на листе бумаги, приклеить, вырезать, прошить и так далее. Этих видео много и у меня на канале, и в интернете таких видео много. Но сегодня мы собрались для того, чтобы понять, как можно использовать 3D принтер в кожевенном деле. Следующая часть видео как раз я вам покажу, как при помощи 3D принтера изготовить шаблон или выкройку для кожаного изделия. Переместимся за мой рабочий стол и в компьютере посмотрим, как это можно сделать элементарно и практически бесплатно. Ну, итак, мы переместились на мое рабочее место за компьютером. И вторая часть этого видео будет посвящена тому, как распечатать 3D-модель, которая будет послужить нам шаблоном кожаного изделия. 3D-печатники отлично знают, что модели для печати можно как проектировать самим, так и найти на определенных сайтах уже готовые модели и использовать их в рамках определенных лицензий. В том числе большинство этих моделей бесплатны для личного использования. Именно такие модели мы и будем сейчас искать. Чтобы вас не загружать, пока не загружать лишней информации, я предлагаю всем нам перейти на такой известный сайт у 3D-печатников MakerWord. Ну вот он у меня выскочил. Нажимаем. И мы уже на этом сайте. На этом сайте миллионы, наверное, 3D-моделей. Но нам нужно не миллион, нам нужно вполне определенные модели под наши требования. Мы ищем что? Мы ищем в поиске кожаные изделия. Ну, напишем просто слово лазер, кожа по-английски. И мы тут же видим на экране, что множество каких-то картинок, на которых, в принципе, мы уже видим, что это все практически связано с кожей, с работой с кожей. Но нам не нужно множество из этих вещей прямо сейчас, хотя это очень полезные и очень интересные вещи. Они вам наверняка потребуются в дальнейшем. Ну, мы ищем просто шаблон для кожаного изделия. И их я вижу здесь вот один, второй какой-то, вот второй, третий, четвертый. То есть их множество. Вот пятый, нет, это шаблон, вот пятый. То есть их много. Поверьте, их много. И это не единственный сайт, на котором их можно найти. А мы все, что сделаем, мы откроем, наверное, самый первый, который нам выскочил в поиске, который написано «Простой кожаный кошелек, паттерн», то есть шаблон. Вот туда мы зайдем. Заходим на страничку автора QR88 и смотрим, что он нам предлагает. А он нам предлагает вот такой вот шаблон, из которого получится вот такой вот карт-холдер. Можно посмотреть, как выглядит сам шаблон. Вот так он будет выглядеть. И вот посмотреть, как выглядит само изделие. Вот оно будет таким образом выглядеть. Можно посмотреть в 3D, как этот шаблон выглядит. Можно поменять ему цвет. Допустим, такой какой-нибудь. Можно брать плату, на которой это будет распечатано. То есть мы вот видим все это, как он будет выглядеть. Элементарный, очень простой шаблон. То, что мы с вами и искали. Не будем заморачиваться, как эти странички устроены. Делаем все очень просто.
Эти шаблоны по определенной лицензии, если вы используете ее для своих домашних целей, абсолютно бесплатны. Мы можем что сделать с этим файлом? Мы можем скачать STL или CAD файл. Это файл, который просто чисто вот этот вот шаблон будет в CAD файле. Его можно использовать с любыми принтерами. Далее можно скачать 3MF файл. Это файл для слайсеров, в том числе Bambolab. И элементарно, вот я говорю, вот чем мне нравится принтер Bambolab, настолько все это элементарно. Написано «Открыть в Bamba Studio». Bamba Studio — это специальная программа от фирмы Bambolab, в которой происходит подготовка 3D файла для печати. Мы ничего скачивать не будем, хотя на самом деле оно скачается, но мы просто нажимаем вот эту клавишу Open in Bamba Studio. Нажали. Оп, мы перескочили уже в другую программу. Это слайсер, так называемый, программа для подготовки файлов, 3D файлов к печати. И здесь мы видим, что предлагает нам переключиться на мой принтер, потому что скачался файл для... Вот здесь в левом верхнем углу видно, что это Bambolab P1S, а у меня Bambolab P2S. Мы переключаемся, вот оно переключилось. И видим рабочий стол моего принтера, с размерами. И на нем лежит вот такая вот моделька, которую мы распечатаем. Ничего менять не будем. По левой стороне вы видите множество каких-то цифрок, буквок. Неважно. Нам это сейчас практически не важно. Мы используем мой принтер с моей катушкой филамента. Это пластик, который там установленный. Поэтому мы просто посмотрели на модель, нажали здесь. Смотрите, как это просто. Вот мы открыли CAD файл в программе, нажали «Разрезать стол», посмотрели, как этот стол был нарезан. Что такое нарезан? Это слои. Вот видите, я тяну ползунок вправо-вниз. И у нас как будет печататься каждый слой. Мы просто видим. Вот первый слой вот будет такой, второй, третий. И всего у нас будет 10 слоев. В этой табличке мы видим, что будет израсходовано 40 граммов филамента пластика. И модель будет печататься 1 час 5 минут. Дальше мы что хотим? Мы хотим распечатать файл. Нажимаем «Распечатать стол». Видим здесь какие-то данные, на каком принтере это будет распечатано, сколько будет печать длиться, сколько граммов. И вот здесь профиль прутка. Мы смотрим, какой пруток мы возьмем, который сейчас стоит в моем конкретном принтере. У меня стоит вот такие вот цвета. Я возьму белый, пускай останется белый, пускай он будет белый. Здесь какие-то настройки, пока это не важно, пускай все остается по умолчанию. И нажимаю «А-стоп». Не нажимаем. Для того, чтобы перед тем, как мы нажмем на клавишу «Отправить на стол код для распечатки», мы должны немножко подготовить принтер. Поэтому подходим к нашему принтеру, открываем дверцу, смотрим. Чистый стол, но он относительно чистый. Брызгаем изопропиловым спиртом, протираем стол, чтобы он был чистый. На него хорошо прилип пластик. Закрываем дверцу. Все, теперь принтер у нас готов для того, чтобы принять файл для печати. И теперь уже без проблем нажимаем на «Отправить G-код стола на SD-карту». Нажали, что-то здесь происходит. Вот. Через облачную службу файл был отправлен на печать. Подходим опять к принтеру и смотрим, что произошло. Вот на принтере появилась эта же модель, которую мы отправили. И в принтере что-то зажужжало, запищало, и он начинает печатать. То есть от момента поиска детали, если бы я не болтал, до момента распечатки этой детали, пройдет, я не знаю, 2 минуты. Нажать на несколько клавиш и отправить модель в печать. И получить шикарный шаблон, который мы можем потом многократно использовать в своей работе. Теперь я, наверное, пока выключу это видео, и, может быть, будет небольшой таймлапс, как модель это печатается.
А я пока пойду пообедаю, потому что как раз у меня есть час времени, пока эта модель будет печататься. Вот принтер готовится. И будет происходить распечатывание. Итак, на телефон пришло сообщение от принтера, что печать закончена. Вот. Написано, что печать завершена. Все хорошо. Открываем двери, смотрим на модель. Все вроде неплохо. И вот у нас получилось через час, пока я сегодня в первый день весны гриловал, открывали сезон, так скажем. Вот у меня получилось на принтере распечатать вот такой вот шаблон. Понятное дело, что многие скажут, что это как из пушки по воробьям, делать шаблоны на принтере. Да, может быть, когда вы делаете как хобби-проекты, делаете для себя это одно изделие, это, может быть, и нет большого смысла делать из пластика такие шаблоны. Но если у вас хотя бы какое-никакое небольшое производство, или вы все-таки делаете хобби-проекты, но вам просто понравилась эта модель, вы можете ее повторить, у вас всегда останется вот такой вот шаблон, который элементарно можно будет и на следующем изделии повторить. И в третьей части нашего видео я покажу, как используется шаблон, и быстренько мы с вами вот из этой кожи и этого шаблона сошьем изделие. Простейший карт-холдер.